Всех приветствую на канале. Продолжаем вязать чайку крючком. В первой части мы уже связали полностью и рассчитали кокетку. Кто не видел это видео, вот сюда в верхний правый угол экрана добавляю ссылку. Переходите, смотрите, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем продолжать вязать тушку свитера. Как всегда, в видео будет попетельное вязание всех убавлений и самого узора. Если вам нужны схемы, то схемы доступны спонсорам. Подключайте спонсорную подписку и пользуйтесь схемами. Давайте начинать. Теперь мы будем отделять рукава и тушку нашей чайки. Для этого я сейчас буду вязать по рисунку до первого маркера, а затем покажу, как будем выполнять подрез. Я довязала ряд до маркера, до нашего рукава. Теперь будем набирать подрез. На подрез нужно набрать четное количество петель, потому что для того, чтобы потом было удобно формировать либо расширение нашей чайки, либо наоборот убавление, чтобы сделать чайку прямого силуэта. Посмотрите, я остановилась на целом количестве раппортов, то есть видите, у меня маркер находится между шишечками, поэтому я просто набираю для подреза количество петель кратное 4 минус 1 петля. Если у вас получилось где-то не целое количество раппортов, например, посредине шишечки или вот в следующем маркере, то тогда учтите это при наборе петель для подреза, чтобы у вас не сбился раппорт. Но лучше всего сделать именно целое количество раппортов и перенести маркер в такое место. Набирать петельки я буду необычным способом. Метод набора такой уже есть на моем канале, он показан на более толстой пряже, я в верхний правый угол добавлю ссылочку, можете перейти посмотреть. Это получается более эластичная цепочка, которая не стягивает полотно, как обычная цепочка из воздушных петель. Ширина подреза должна быть равна 1/4 обхвата бицепса, в моем случае это 6 сантиметров. И не забудьте, количество раппортов должно быть четным. Я набрала петельки для подреза. Такая эластичная цепочка получается. Всего у меня набрано 15 петель. Это на 4 раппорта. Теперь я выполняю накид на крючок. Пропускаю петельки рукава. Подхожу ко второму фиолетовому маркеру. И в столбик, отмеченный маркером, ввожу крючок и выполняю столбик с одним накидом. Видите, здесь у меня точно так же целое количество раппортов. То есть как бы от плечевого шва или от плечевого сгиба, там где у нас идет шов, должно быть одинаковое количество раппортов в эту сторону и в эту сторону. Вот таким образом получился подрез. Дальше я продолжаю вязать по рисунку. У меня это ряд идет такого филейного вязания с окошечками. И когда дойду до второго подреза, выполню его точности так же, как и этот. Я выполнила оба подреза. Вот что получилось. Я также продолжала делать прибавления по центру переда и по центру спинки. Теперь мы перейдем к вязанию тушки самой чайки. Но тоже хочу здесь сделать пометку. Если у вас большой объем груди, то необходимо связать такую имитацию выточки. То есть нужно взять ниточку и просто связать еще раппорт. Нужно взять нить и связать раппорт узора до того, как мы начнем делать подрезы. То есть фактически получится такой азиатский росток только спереди. Благодаря этому у вас полочка станет более широкой за счет прибавлений по центру. Будут более объемные проймы, и на груди кофту не будет стягивать. То есть кофта не будет задираться по переду и не будет стягивать вашу грудь. Будет более удобно сидеть. То есть связали раппорт узора и затем переходим обратно на круговое вязание и добавляем подрезы. В этом моменте необходимо только проследить за цветом секционной пряжи, чтобы он красиво совпадал. Теперь мы будем формировать нашу тушку, но в районе подрезов сначала мы должны сделать убавление, иначе наши подрезы вот таким образом будут задраны и будут неловко сидеть сами проймы. Поэтому сейчас мы вяжем до подреза, и я покажу, как формировать убавление. Затем перейдем к вязанию либо прямого силуэта,
для полувера, либо силуэта расклешенного. Я не довязала до подреза 4 петли, и дальше сформируем убавление. Посмотрите, я распущу петельку у последнего раппорта, вот так вот, освободив 2 петли, и надену их обе на крючок. Затем накид на крючок, пропускаю одну петлю, во вторую ввожу крючок и провязываю 2 петельки. Опять накид на крючок, пропускаю одну петлю, в следующую ввожу крючок. Вытянула рабочую нить, провязала 2 петли. У меня на крючке 4 петельки, я их провязываю за один раз. Мы сократили один раппорт узора. Дальше вновь продолжаем вязать по узору. У меня идет ряд из шишечек. То есть вот в этот столбик у меня уже связана петля. Я одну петельку пропускаю, в следующую ввожу крючок, подхватывая петлю за обе дужки. Затем воздушная петля и выполняю шишечку. И дальше продолжаю вязать по узору. Эта петелька у меня занята, одну петлю пропускаю, в следующую ввожу крючок, также подхватив обе дужки, и выполняю столбик с одним накидом. У меня 4 раппорта набрано. Вот я сейчас свяжу 4 раппорта и буду формировать такое же убавление. Провязала 4 раппорта и опять формирую убавление. То есть вновь сейчас распущу чуть-чуть столбик, освободив 2 петельки, и подхватываю эти петельки крючком. Накид на крючок, одну петлю пропустили, в следующую ввожу крючок, вытянула рабочую нить, провязываю только 2 петли. Опять накид на крючок, пропустили одну петлю, в следующую вводим. Провязываю 2 петли и затем все 4 петли на крючке за один раз. И дальше продолжаем вязать наш раппорт узора. Все, вот что получилось у нас в начале подреза и в конце подреза точно такое же убавление. Дальше мы вяжем по рисунку, не забываем делать прибавки по центру спинки, по центру переда, и вокруг второго подреза выполняем точно такое же убавление. Я выполнила оба подреза, в центре подрезов повешала маркеры. Если вы собираетесь вязать расклешенный силуэт, то вы просто вяжете точно так же, как мы вязали кокетку, выполняя прибавление спереди и сзади на необходимую длину вашего изделия. Длину определяем по вот этому вот углу. Если вы хотите прямой силуэт, то сейчас мы вяжем до центра подреза и по центру подрезов будем формировать убавление. Я довязываю уже до центра подреза практически. Выполняю столбик с одним накидом в столбик, который 3 вместе мы вязали. Не дошла ровно один раппорт до центра, и сейчас вот из этих 2 центральных раппортов мы сделаем один. Воздушная петля. И столбик с одним накидом вяжу не под воздушную петельку, а пропустив всю шишечку в столбик предыдущего ряда. Еще раз воздушная петля. И опять столбик с одним накидом, пропустив всю шишечку. То есть целый раппорт. И в итоге из 2 раппортов мы получили один. И переношу маркер опять в центр. Еще раз показываю, над 2 раппортами мы сделали один. 2 раппорта занимают 8 петель, мы сделали один раппорт, и это у нас 4 петли. И дальше продолжаем вязать по рисунку без убавлений. По центру переда и спинки также выполняем прибавки. Выполняю уже следующий ряд с убавлениями. Опять же до маркера раппорт не довязываю и после маркера раппорт.
То есть всего 2 раппорта, мы их превратим в один. Как помните, раппорт у нас 4 петли до маркера, сам маркер и 4 петли после маркера. Я сейчас провяжу столбики с одним накидом только в столбике предыдущего ряда. Воздушные петельки буду пропускать. Переношу центральный маркер. Вот таким образом произвела убавление. Из 2 раппортов сделала один. Дальше вяжем по рисунку. Не забываем выполнять прибавления по центру переда и центру спинки. Выполняем следующий ряд с убавлениями. Он опять состоит из окошечек. Я также не довязываю 3 столбика до маркера и затем 4 после маркера. Эти столбики будут участвовать в убавлении. Ряд с убавлениями выполняем следующим образом. Провязываем столбик с одним накидом, пропустив петлю. Вновь пропускаем столбик и в столбик, который отмечен маркером, вяжем столбик с одним накидом. Маркер переносим. Пропускаем столбик, следующий вяжем. И еще раз пропускаем столбик, а в следующий вяжем. Все, убавление готово. Дальше вяжем согласно узору. Воздушная петля, столбик пропустили, вяжем столбик с одним накидом. И таким образом выполняем весь ряд до конца. Выполняю следующий ряд. Это ряд с шишечками. Убавка будет более широкая. Накид на крючок. Пропускаю одну петлю, в столбик ввожу крючок, выполняю столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом выполняю в следующий столбик, пропустив воздушную петлю. И теперь выполняю шишечку, подхватив 2 столбика за один раз. Ввожу крючок в столбик, который отмечен маркером. Переношу маркер на следующий ряд. И теперь здесь формирую такое же убавление. Пропускаем один столбик, в следующий вяжу столбик с одним накидом. Еще пропускаю петлю, в столбик вяжу еще один столбик с одним накидом. Накид на крючок и за 2 столбика формирую шишечку. Выполнила шишечку, воздушную петельку пропускаю, в столбик вяжу столбик с одним накидом. Все, дальше идем по рисунку. И таким образом мы вяжем нашу кофточку на необходимую длину, выполняю убавление вот таким же образом, как мы сделали. На длину кофты ориентируемся, исходя из угла. Я выполнила уже на необходимую длину. Не забываем, что здесь у нас еще будет резинка. Теперь мы будем отдельно вывязывать вот эти вот углы. Углы мы будем вывязывать поворотными рядами, не в круговую. То есть у нас так же, как вот на этом треугольнике, будет лицевой и изнаночный ряд. И мы помним, что в нашем узоре ряд из шишечек и ряд из столбиков с накидом должны быть лицевыми. У меня сейчас идет ряд из шишечек по узору, поэтому я должна повернуть изделие лицевой стороной к себе. И получается, что буду вывязывать сначала вот этот левый треугольник.
Для этого мне нужно будет переместиться вот по этим двум воздушным петлям. То есть я провязываю просто соединительные столбики, чтобы переместиться ближе к нашему левому краю изделия. И теперь первый самый ряд начинаем, независимо какой он у вас будет, из окошечек, сплошной или с шишечками, начинаем мы его с 4 воздушных. Затем вяжем столбик с одним накидом в первый столбик. И сразу же еще раз накид на крючок, и во второй столбик ввожу крючок и провязываю 2 столбика с одним накидом вместе. И дальше у меня идут шишечки, то есть я выполняю воздушную и начинаю за последний столбик выполнять шишечку. И дальше уже работаю по узору. Есть еще такой нюанс, то есть у вас должно совпасть сам раппорт узора. То есть видите, шишечки у нас идут над шишечкой, они не в шахматном порядке. И здесь тоже должно быть такое же продолжение. Если идет несовпадение, можно просто довязать еще один ряд в круговую. Дальше, если вы вяжете силуэт, то ваши прибавки переместятся вот сюда, вот в центр. То есть в момент бокового шва вы также сюда свяжете вот такое вот прибавление, которое мы вязали, то есть столбик с накидом, 2 воздушные, столбик. И у вас прибавки пойдут уже по боковому шву. Если вы вяжете прямой силуэт, как я, то мы продолжаем здесь выполнять убавление. Все, таким образом мы сейчас довязываем ряд практически до конца, и я покажу, как закончить ряд. И заканчиваю ряд. Также вяжу последний раппорт. В последний столбик ввожу крючок, провязала 2 петли, 2 накида, и ввожу крючок в ближайшую воздушную петельку, подхватываю ее за обе дужки, провязываю первый накид, второй накид и затем все 3 петельки на крючке за один раз. Дальше 4 воздушные петли для подъема. Каждый ряд будет начинаться с 4 воздушных петель. И теперь мы этот раппорт пропускаем, как бы должны его сократить. Выполняю накид на крючок, подвожу крючок под воздушную петельку, все как обычно. Провязала только 2 петли и перехожу в столбик. Еще раз 2 петли провязала и все 3 петли за один раз. Все, я как бы сократила один раппорт узора. Дальше начинаю выполнять по рисунку. И таким образом мы вяжем, начиная каждый ряд с 4 воздушных петель, заканчивая столбиком с 2 накидами. В начале и в конце каждого ряда мы должны сократить один раппорт узора. И заканчиваем ряд. Последний раппорт нам нужно убрать. Смотрите, я не довязала столбик. Вновь накид на крючок под воздушную петельку. Провязала только 2 петли, 2 накида на крючок и последний столбик ряда. Ввела крючок, провязываю только накиды и потом 4 петли за один раз. Ну и начинаем опять с 4 воздушных. Я развернула вязание. Опять мне нужно раппорт узора убрать. И все 3 петли на крючке за один раз. И дальше приступаем к вязанию уже самого узора. Здесь у меня идет ряд из столбиков с одним накидом.
Таким образом продолжаем вязать, убавляя в каждом ряду последний и первый раппорты узора. Я уже практически закончила вязание. У меня сейчас сократится здесь раппорт узора, здесь раппорт, и буквально останется пару столбиков в центре. Обратите внимание, у нас сформировалась ровная линия. И если вы заметили, то каждый ряд у нас и заканчивался, и начинался пучком из 3 столбиков с общей вершиной. Ну или было 2 столбика с общей вершиной и 4 воздушных петли подъема. Такое окончание и начало имеет каждый ряд узора. И сейчас я тоже связала 4 воздушных петли, сокращаю раппорт. Вот у меня образовалось начало ряда из пучка в 3 столбика. Дальше у меня должен идти ряд с шишечками, но здесь уже шишечка не влезет. Поэтому я просто вяжу столбик с одним накидом, пропустив одну петлю. Опять пропускаю петлю и заканчиваю ряд. Вяжу пучок из 3 столбиков. И третий столбик всегда столбик с 2 накидами. Все 4 петли на крючке, я их за один раз провязываю. Все, мы выровняли один бок нашего изделия. Теперь в точности также выполняем и второй бок изделия. Я выровняла оба бока нашего изделия. Теперь приступим к формированию манжета по низу. Вот так выглядит наш боковой шов. Здесь убавки. И давайте приступим к обвязке. Я не обрезала нить. Начинаю с того, что выполняю 3 воздушных для подъема. Затем еще одна воздушная петля. И под воздушную арочку вяжу столбик с одним накидом. Воздушная петля и вяжу столбик с одним накидом вот в отверстие между арками. Воздушная, столбик в отверстие, воздушная и столбик между арками. Воздушная, столбик в отверстие, воздушная и столбик между арками. Таким образом обвязываем весь край изделия под каждый воздушный мостик, и между ними должны связать столбик с одним накидом. Я довязала ряд до конца. Закончила воздушной петлей, замыкая вязание в круг. В третью воздушную петлю цепочки подъема вяжу соединительный столбик. Затем отпускаю петлю, подхватываю воздушные петли подъема, надеваю нашу петельку и вот таким образом подтаскиваю и вяжу 3 воздушных петли подъема. Еще одна воздушная петля. Накид на крючок, выполняю рельефный столбик, подхватив следующий после воздушной цепочки подъема столбик. Воздушная петля. Это следующий столбик подхватываю, вяжу рельефный. И таким образом вяжу все ряды, чередуя рельефный столбик и воздушную петлю. Вяжем на необходимую высоту манжет. Я провязала уже несколько рядов манжета по изнаночной стороне. Теперь нужно оформить красиво край изделия. Я замкнула вязание в круг, выполняя воздушную петельку подъема, ввожу крючок в отверстие, вытягиваю рабочую нить и теперь крючок поворачиваю вокруг своей оси на 360 градусов и провязываю обе петли.
Затем ввожу крючок в следующее отверстие, вытянула рабочую нить и поворачиваю. И таким образом обвязываю весь низ изделия. Я уже обвязала весь край. Теперь мы выполняем соединительный столбик под воздушную петлю подъема. Обрезаем рабочую нить и выдергиваем остаток. Все, хвостик от рабочей нити потом спрячем по изнаночной стороне. На сегодня это все. Вязать рукава и обвязывать горловину будем в следующей части, поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. До скорых встреч, всем пока!